Нас просили, мы снимали год. Приятного просмотра. Трявна – это небольшой городок, уютно расположенный в предгорьях Балкан. И это не просто город, это центр староболгарского крафта. Это город плотников, каменщиков, ткачей и кожевников. Даже спустя сотни лет на главной площади работает ножар. Это не продавец ножей, а настоящий кузнец. Вы сами правите ли ножовые сами? Город словно застыл во времени, сохранив дух старой Болгарии, ремесленного мастерства и традиций. Именно такие города изберегли Болгарию в самый тяжелый период ее истории, во времена 500-летнего османского ига. Когда болгарский язык был вытеснен из официальной и культурной сферы и оставался только как народная речь, Трявна стала домом болгарского возрождения. Здесь появилось первое в стране светское училище, где детей учили по передовым европейским методикам. И запомните, дети, родитель один, родитель два. Это, конечно, шутка, а правда в том, что в Трявне впервые начали обучать на родном болгарском языке. И именно это пробудило национальное самосознание болгар, что позже выросло в восстание против турецкой власти, а архитектурный стиль тех лет называют болгарским возрождением. Фасады хоть и скромные, но благородные. Эти белые стены с резными балконами греют уже не одно поколение. В маленьких лавках вы найдете мебель ручной работы. И даже современные сувениры здесь выглядят, словно их сделали пару веков назад. В общем, интересное место для туристов и даже собак. Эта часть города прям очень ухоженная. В воздухе витает запах столярной мастерской, а каждый ремесленник норовит завязать с тобой разговор. Това е един от най-древните европейски занаяти, но лошото е, че е на загиване. Он поведал историю своей семьи, и они занимаются кожевничеством уже больше 113 лет. Значи, това са обувки, с които нашите танцови състави и ансамбли играят на сцената. И один такой коллектив мы наблюдали прошлым летом. Они поют вступление к песне всемирно известной рок-группы Bring Me The Horizon. А это мы на этом концерте. Так к чему это я? Просто в этом вся Болгария. Ее традициям уже много веков, но они до сих пор живут бок о бок с современной жизнью. В долинах из роз делают самое ценное масло в мире, а на улицах городов обсуждают будущее страны и ее положение в Европе. Болгария – это место, где горы делят небо с морем. Здесь много дорог, но путнику за столом всегда найдется место. Мы живем и наблюдаем, как меняется страна, приютившая нас, и как вместе с ней меняемся и мы. В этом видео все, чем дышит Болгария. Ее прошлое и настоящее. Праздники и протесты. Учеба и медицина. Шум городов и тишина гор. И то, как мы устроили в ней свою жизнь. Мы уже 3 года в миграции, и столько всего уместилось в это время. Новые страны, новые друзья, новая жизнь. А что изменилось в самой Болгарии? Болгария стала полноправным членом Шенгенской зоны. Плюс для страны – это удешевление логистики и рост товарооборота. Плюс для нас – теперь для путешествия по Европе не нужно проходить паспортный контроль. Меня что, теперь уволят? Обладатели болгарского паспорта и раньше путешествовали по Европе без виз, а вступлением в Шенген без виз теперь путешествуем и мы, имея болгарское резидентство. А с 2026 года Болгария перейдет и на евро. Сейчас идет адаптационный период. Ценники в магазинах печатаются в 2 валютах – в болгарских левах и в евро. Формально это делают для того, чтобы показать, что после перехода цены не вырастут. Но верят в это не все. Это митинг, устроенный в поддержку Лева, националистической партии Возрождения.
Честно сказать, это не моя любимая партия. Мне вообще не нравится все, за что они выступают. Но мне очень сильно нравится то, что они имеют право это делать. И их никто не задерживает. При этом здесь очень много полиции, которая просто перекрывает дорогу. Как ни крути, в Болгарии настоящая демократия, а не сказки из телевизора. И митинг свободно проводят на главной площади страны среди правительственных учреждений. И глядя на него, появляется один логичный вопрос. А такой ли болгарский лев независимый? Сейчас узнаем. На самом деле нет, он уже давно привязан к евро по фиксированному курсу. Случилось это еще в 1997 году. Лев и евро уже 27 лет вместе, только без свадьбы. После введения евро исчезнет необходимость менять деньги для поездок и транзакций в еврозоне, а вместе с этим уйдут и комиссии. Настоящий же выгодоприобретатель – бизнес, дешевые кредиты, меньше бюрократии, избавление от валютных потерь. Плюс евро воспринимается как более надежная валюта, чем деньги небольших стран, что повышает инвестиционную привлекательность Болгарии. Может, мы не правы? Братья болгары, пишите в комментариях. Ну а что до нас, мы все так же живем в Софии, и она заметно разрослась. За 3 года, что мы здесь живем, цены на недвижимость выросли почти на треть. Так, двухкомнатная квартира сейчас стоит порядка 130 тысяч евро. И это скорее будут окраинные районы, не центр и не такие шикарные новые районы, как мы показываем сейчас. Вообще, мы действительно очень любим Софию. Здесь есть всегда чем заняться и куда сходить, особенно летом. Здесь проводят различные фестивали, например, фестиваль джаза в нашем любимом Южном парке. Там выступают артисты со всего мира, при этом свободный вход и организация действительно на высоте. Ставят множество туалетов, умывальников, фургончики с различной едой и алкоголем. Словом, праздник жизни. И таких ивентов очень много. Вообще мы очень пристрастились к парковой культуре и даже дни рождения отмечаем в формате пикника. Наверное, здесь должна быть какая-то слезливая история о том, как трудно в миграции, но, если честно, мы от миграции только выиграли. Мы сменили грязный серый Челябинск на прекрасную солнечную Болгарию. Нам удалось накопить небольшую финансовую подушку безопасности, чтобы переезд дался довольно легко и без лишних стрессов. Я вообще, в принципе, никогда не рассматривала переезд в другой город, тем более в другую страну. Но обстоятельства сложились таким образом, что нам пришлось уезжать. Я давно думал в сторону миграции, правда, я скорее просматривал США, нежели Европу. Но война дала нам пинок, и пришлось действовать быстро. Вообще София – это очень безопасный город. Это одна из самых безопасных столиц Европы. Возможно, из-за того, что здесь отсутствует нелегальная миграция, так как нелегальные мигранты чаще всего едут в какие-то более богатые западные страны. Возможно, это и болгарский менталитет в том числе, который нам очень сильно нравится. Один из ярких примеров болгарского менталитета – проводящийся в Софии большой стол, который организовывает районная администрация. Смысл мероприятия предельно прост. Люди обмениваются едой, знакомятся и, конечно же, выпивают. И это мероприятие как нельзя лучше характеризует болгар как нацию. Они открытые, дружелюбные и безумно гостеприимные. Поэтому мы быстро почувствовали себя здесь, как дома. Ну и чтобы вы не заскучали, давайте добавим немножечко экшена. Это было очень жестко. Так выглядел бы Безумный Макс, если бы его снимали в Болгарии. Это шоу «Луга над Превара». Здесь водители наконец-то могут законно делать то, за что обычно лишают прав. Берешь старую машину, надеваешь шлем и идешь тараном на соседей. Есть несколько правил. Шлем обязателен, ремень обязателен, а бензобак всего на 5 литров, чтобы в случае экстренной ситуации взрыв был скромный, а не на весь квартал. Миссия шоу – показать, что агрессии на дорогах не место, только на арене. Вы готовы к следующему бою?
Это да или нет? Между раундами водители проверяют свои машины и готовятся к финалу. Этот металлолом еще поживет. Это шоу длится 2 дня, сегодня день второй, и участвуют те, кто выжил в предыдущем дне. И это видно невооруженным глазом по количеству всех этих вмятин. А может быть, они изначально так и выглядели, я не знаю. Победителем этого автогладиаторского сражения считается автомобиль, который остается последним на ходу. Те, кто не на ходу, удаляются с арены при помощи погрузчика. А в финале встречаются все победители разом и бьются до последнего стоящего на колесах. Наверняка у этого состязания есть какой-то приз, но лично я не знаю, за что они тут сражаются. Главное, что вы тут получите свои хлеба и зрелищ. В общем, травмоопасное мероприятие. Возможно, водителям даже может потребоваться медицинская помощь. Это подводка к медицине? Это подводка к медицине. Медицина в Болгарии штука платная. И в прошлом году я столкнулся с ней лицом к лицу. Или ногой к лицу. Я оступился на лестнице в метро и порвал связку на левой лодыжке. Каждый месяц нужно платить страховые взносы. Если вы работаете, за вас платит работодатель. Если, как мы, без работы в Болгарии, то платите сами. Мы платим 23 евро в месяц, чтобы быть под защитой системы. Здесь нет поликлиники по месту прописки, как в России. Вам нужен личный лекарь. Это ваш персональный врач, и все направления к специалистам на анализы и обследования только через него. Но если взносы не платить и попасть в больницу, то приготовьтесь, цены будут очень кусачими. Прием терапевта в среднем 20 евро, консультация у узкого специалиста 30, а УЗИ от 20 евро. В целом система проста. Платишь взносы, получаешь доступ к базовой медицине. Не платишь – лечишься за свой счет, а болгарские цены быстро мотивируют к дисциплине. Тут, наверное, у вас стал вопрос, если мы не работаем в Болгарии, то чем мы вообще занимаемся? Ну, мы удаленщики. Я работаю руководителем отдела продаж в компании по организации авторских туров. Мы делаем путешествия как по России, так и по всему миру. Я индивидуальный предприниматель, у меня остался малый бизнес в России. В торговых комплексах у меня есть отделы с прокатом детских машинок и виртуальной реальности. О местных зарплатах мы знаем только из открытых источников. То есть мы знаем, что за 3 года, которые мы здесь живем, зарплата минимальная выросла с 360 до 550 евро, а средняя зарплата выросла до 1300 евро. В Софии она будет немножко повыше, может быть 1500 евро. Но наши друзья, высококвалифицированные инженеры и айтишники, получают здесь намного выше. Да, это так. Ну и для полноты картины пару слов о болгарском образовании. Об обучении мы не можем сказать много, так как из детей у нас только собака. Поэтому мы обратились к нашему товарищу, дважды отцу. Расскажи, пожалуйста, вообще, как происходит учебный процесс, сколько классов? То есть всего учатся в Болгарии 12 лет. Нет у них 1 сентября, то есть в школу дети идут 15 сентября. То есть начинают учиться 15 сентября. Там, условно, началка она заканчивает где-то в конце мая школу. А основная часть учеников, они учатся до 30 июня. В 10-м сдаешь, скажем так, обычный экзамен, чтобы просто перейти дальше в 11-й. После 12 уже сдаешь вот этот государственный экзамен. Ну, типа нашего ЕГЭ, да, опять же, там, или ОГЭ, там, вот, вернее, 7 класс можно сравнить с неким ОГЭ, который у нас дают после 9 класса, а 12 это ЕГЭ, по результатам которого потом поступаешь в университет. А как вообще происходит учебный процесс и учебная неделя? С понедельника по пятницу, с понедельника по субботу? 5-дневная учебная неделя. Чаще всего дети учатся в 2 смены. Начинают учиться они с 7:30, то есть первая смена там где-то до полвторого, ну, да, до начала второго, и в полвторого начинает учиться вторая смена, там часиков до 7. В уроке где-то по 40 минут, перемены там тоже стандартные, там типа минут 10-15, большая перемена есть одна. В среднем где-то 7-8 уроков. И здесь в школах довольно мало задают домашних заданий. То есть если условно за всю неделю будет 1-2 домашних задания, вот в целом, это вот, наверное, много, да, то есть стараются не нагружать детей домашкой, в то же время им дают, скажем, какие-то проекты, какие-то презентации, какие-то там доклады, то есть их учат там, ну, формировать какие-то там свои мышления и там защищать какие-то вещи. А в 8 классе у них большой упор
насколько я знаю, во всех школах делается именно изучение иностранного языка, например, английского. Дети у нас вот в этом году будут учить английский язык 18 часов в неделю. На 7-8 классе учат язык настолько, что они на нем спокойно разговаривают, пишут сочинения там, ну, в общем, для них это, по сути, второй язык становится. А есть какие-то внешкольные мероприятия, как обязательные экскурсии или не обязательные? Как вообще внешкольная жизнь? Ну, прикольно у них сделано. То есть, во-первых, они много ездят как по Болгарии, так и за пределы Болгарии. За прошлый год поездок 5, наверное. То есть они выезжают и в каком-нибудь санатории здесь, в Евросоюз, где там у нас в Гааге или там в Страсбурге, да, то есть они посещали вот эти там Европарламенты. Они ездят там, не знаю, там в соседнюю Грецию, ездили в Рим. А мы ездили на гору Витоша. Да простят меня болгары, но София – это не лучшее место для туризма, но отличное место для жизни. И не в последнюю очередь из-за доступности природы. Про Витошу мы рассказывали подробно в прошлом ролике, поэтому повторяться не будем. Но если кратко, здесь прекрасно в любое время года. Зимой в Болгарии снега нет, зато он есть в горах. Мы по снегу не скучали, чего не скажешь о нашей собаке. Рио любил побеситься в сугробах в России, а теперь он, как и мы, фанат горных походов. Возможно, мы как-то идеализируем Софию, хотя она полна и минусов. Но Витоша рядом с домом, со своими тропами, ветром и запахом хвои, все эти минусы будто отводят на второй план. Сюда мы ездим на автобусе, который курсирует между городом и горой. Трекинг в горах может отнять немало сил и точно разыграет аппетит. Поэтому крайне удачно, что по пути есть одно примечательное заведение. Это ресторан национальной болгарской кухни, популярный не только среди местных жителей, но и среди знаменитостей. Здесь ужинали голливудские звезды, такие как Морган Фриман, отец Анджелины Джоли Джон Войт, Жан-Клод Ван Дам и много кто еще. Место очень аутентичное и находится прямо посреди леса. Что вообще из себя представляет болгарская кухня? Она незамысловатая и очень мясная. Это кабырма – свинина, тушеная с луком, перцем, помидорами и специями в глиняном горшочке. А это качамак. Блюдо также готовят в горшочке из кукурузной муки, масла, шкварок и брынзы. Болгарская кухня немыслима без брынзы. Ей щедро посыпают и жареный картофель, и добавляют в салат. Катя заказала фирменную форель, маринованную с луком, лимоном, зеленью и белым вином. Также болгарская кухня – это кюфте – жареное рубленое мясо. И неотъемлемая часть трапезы – ракия. Это фруктовая 40-градусная настойка. Под нее болгары всегда заказывают мезе. Это не конкретное блюдо, а традиция подачи закусок. В общем, за знакомством с болгарской кухней смело приезжайте сюда. Как и за знакомством с их культурой. Ведь здесь каждый вечер и традиционные танцы, и танцы на раскаленных углях. А вот за продуктами мы ходим в Lidl. Это сеть европейских магазинов низких цен. Тут довольно дешево. И помимо стандартного набора продуктов, часто проводятся тематические недели, посвященные одной из кухонь мира. Часть ассортимента меняют, и когда приходишь сюда, находишь то, чего не было еще вчера. Каждый раз, приходя сюда, чувствую себя как ребенок в магазине игрушек. За один такой поход в магазин можно собрать неплохое комбо. Сангрия из Испании, селедка из Нидерландов и португальский десерт пастел де ната. И все это спойлеры к странам, о которых будут следующие видео. Поэтому подписывайтесь. Это очень важно. Подписки, лайки, комментарии. Обязательно больше 3 слов. Это то, что может поднять наши ролики со дна YouTube. Вообще, зачем мы все это снимаем?
Я с детства был большой киноман, и когда мне даже давали деньги в 1 классе на школьные обеды, я тратил их на прокат видеокассет. В 13 лет я впервые увидел у друга камеру и уговаривал одноклассников, друзей, товарищей что-нибудь поснимать. И мы сняли несколько короткометражных боевиков, даже с какими-то спецэффектами. И мне настолько понравилось этим заниматься, что я пронес эту любовь к съемкам и монтажу через года. Но никогда не было времени полноценно этим заниматься. А сейчас время появилось. И мы решили, раз уж мы много путешествуем, то почему бы не завести travel-блог? В большей мере для того, чтобы я мог набить руку в любимом хобби. Но со временем это превратилось для меня в настоящую работу, только за которую не платят. Это буквально отнимает все мое свободное время. Да и не свободное тоже. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки. Одну я уже съел. И раз уж разговор пошел за фильмы, в Софии есть настоящая киностудия с полным циклом кинопроизводства. Сейчас студия закрыта для посещения, и так просто туда не попасть, только в составе экскурсии от 10 человек. Но в 2022 году мы побывали внутри. Декорации, надо сказать, действительно впечатляют. Здесь отстроены как древние римские улочки, так и улицы современного Нью-Йорка. А еще десятки павильонов самых разных размеров, позволяющих снимать целый фильм от первой сцены до финальных титров. Эта киностудия стала местом съемок множества голливудских блокбастеров. Здесь снимали «Неудержимых», «Рэмбо», «Хеллбоя», «300 спартанцев» и множество других лент, собиравших миллионы в мировом прокате. Болгария предлагает очень низкие производственные расходы и выгодные налоговые условия. Для Голливуда это экономия до 40-50% бюджета, при том, что качество съемок остается на уровне Лос-Анджелеса. Студия расположена у подножия горы Витоша, на окраине Софии. Казалось бы, далеко от центра, но в столице с этим проблем нет. Городская транспортная система здесь работает четко, как по сценарию. От центра города можно добраться всего за полчаса на трамвае, автобусе или метро. И это главная причина, почему мы так и не обзавелись своей машиной. Не знаю как, но он выжил, даже не пострадал. Надеюсь, завтрашний полет пройдет куда лучше. Друзья подарили мне урок по пилотированию легкомоторного самолета, и сейчас вот я на нем полечу. Фух. Перед тем, как взлететь, необходимо пройти короткий инструктаж от опытного пилота. Он рассказывает, за что отвечают педали, штурвал и рычаги. Во всем этом необходимо разобраться, ведь, как говорит пилот, в воздухе наши жизни будут в моих руках. Надеюсь, это шутка, в действительности я ничем управлять не буду. Немножко страшно. Мы завели двигатель и поехали на взлетную полосу. Для меня главное открытие было то, что самолет поворачивает не штурвалом, а педалями. Все действия на земле и, конечно же, взлет выполняет пилот. А вот когда мы набрали высоту, управление перешло ко мне. Каждое движение, каждое легкое прикосновение к штурвалу сразу чувствуется в небе. Самолет реагирует мгновенно, и ты буквально ощущаешь воздух кончиками пальцев. Пилот внимательно наблюдает и подсказывает, как удерживать курс, выравнивать крен и чувствовать скорость. Бесценный опыт увидеть Болгарию сверху не дроном, а своими глазами. Полет продолжался около получаса. Затем пилот взял управление на себя и повел самолет на снижение. Если меня спросят, что я умею делать, я честно отвечу, что я умею теперь еще и летать. И управлять яхтой. Кстати, если вы еще не видели этот выпуск, обязательно посмотрите по ссылке в описании. И вернемся к нашему летнему путешествию. Погуляв по Трявне, мы загрузились всей семьей в машину и отправились дальше. Катя впервые за 3 года сейчас будет водить.
Ого! Я вижу корабль пришельцев-коммунистов. Пришельцев-коммунистов не существует. Да? А это что? Так это ж нейросеть. Да сейчас все нейросеть. Даже ты. Так, ладно. А теперь серьезно. Гора, звезда и тонны бетона. Встречайте, болгарский НЛО. Нет, это не база пришельцев, это дом Коммунистической партии Болгарии. А зачем его построили? Здесь должен был находиться идеологический центр страны. Но история, как мы знаем, распорядилась иначе. Коммунизм в Болгарии не прижился по простой причине. Он не был выбором народа, а результатом давления извне. После Второй мировой войны страна оказалась в сфере влияния СССР. Все строилось по советскому образцу. Экономика, армия, даже идеология. Но в реальности болгарская традиция земледельческая, торговая, связанная с Европой. Поэтому сейчас внутри монумента Бузлуджа царит другая идеология – забвение. Сейчас это место заброшено и разграблено, что странно. Сделать здесь косметический ремонт и можно продавать билеты, ведь туристов-то много. Министерство туризма Болгарии, займитесь вопросиком. Это артефакт давно ушедшей эпохи дружбы с Россией, но есть еще один. Это перевал Шипка, священное место для болгар. И именно здесь разворачивались ключевые события русско-турецкой войны. Поэтому сейчас будет немного истории. 500 лет Болгария жила под османским игом. Это были тяжелые времена. Налоги, исламизация, насильный сбор мальчиков для пополнения османской армии. Но именно тогда закалился болгарский дух. В 19 веке на исторической сцене появляются новые герои. Один из них – Васил Левский. Он создал тайную революционную сеть и годами готовил народ к восстанию. Сегодня в Болгарии его имя знает каждый. В честь него названы города, улицы, стадионы и столичный аэропорт. Левский был схвачен и казнен в Софии в 1873 году, но его жертва не была напрасной. Он зажег огонь надежды. Весной 1876 года ученики Васила Левского подняли восстание против Османской империи. Но оружия и организации не хватало. Несколько недель спустя восстание удалось остановить. Турки одержали верх и в наказание устроили резню. Десятки тысяч мирных жителей убиты, сотни деревень сожжены. Восстание, потерпевшее военное поражение, потрясло Европу и православную Россию и стало одним из главных поводов для начала русско-турецкой войны. В 1877 году русская армия перешла Дунай из Румынии и застала турок врасплох. Одной из ключевых задач стало занятие Балканских перевалов. Сквозь эти горы проходил древний путь. Кто владел им, тот владел и Болгарией. Русские войска вместе с болгарскими ополченцами заняли Шипкинский перевал, а кульминацией войны стала его оборона. Болгары и русские держали позиции почти 5 месяцев в нечеловеческих условиях. 8 тысяч солдат противостояло турецким 30 тысячам. Не хватало оружия и продовольствия. Раненых приходилось перевязывать прямо на склонах. Когда заканчивались патроны, защитники бросали камни, бревна и даже тела павших товарищей на атакующих. Турки поднимались в лобовые атаки по несколько раз в день, но каждый раз их отбрасывали вниз. Турки так и не смогли вернуть контроль над перевалом, что предопределило их проигрыш в войне. Победа на Шипке позволила русским войскам прорваться через Балканы и поставить точку в войне. 3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мир, по которому Болгария обрела независимость. И с тех пор эта дата – главный национальный праздник страны. После тяжелого дня съемок на изнуряющей жаре мы, наконец, остановились на лесной базе, расположенной высоко в горах. Наверх, да? Эй, Рио, как ты здесь оказался быстрее нас? Мы сняли бунгало в лесу недалеко от Трявны, и оно просто фантастическое вообще. Благодать. И стало еще благодатнее. Мы с женой готовим стейки на природе. Жена, посмотри на себя. Ждешь стейки? Очень жду. Съемки дело непростое, и в течение дня у нас банально не было времени на еду. Поэтому на ночь мы устроили пир.
Наступил новый день, а значит и новое путешествие. Мы поехали в город неподалеку, но не за его достопримечательностями, а чтобы увидеть грандиозное шествие. Мы приехали в город Казанлык и сразу почувствовали атмосферу праздника. Казанлык – это город, где все вокруг крутится возле главного символа Болгарии – розы. Очень ароматной, очень розовой. Каждый июнь тут проходит фестиваль роз с шествием, фольклором и конкурсом красоты, где выбирают розовую королеву. Правда, мы видели ее только на фото, ведь мы здесь ради парада. Розы здесь не просто цветы, это религия, это экономика. Из роз в Казанлыке делают буквально все, но особенно популярно розовое масло. Именно оно стало символом Болгарии. Его используют в парфюмерии и косметике по всему миру. Сегодня страна покрывает около 80% мирового спроса на этот ингредиент. А в этом шатре каждый может почувствовать себя королевой роз, даже я. Также парад – это и политические заявления, и яркие перформансы. А затем раздается оглушительный звон. А эти шумные ребята – кукеры. На поясе у них горшки с колоколами для того, чтобы отпугивать духов. При каждом движении звон сотрясает воздух. Обычно их шествия проходят отдельно, весной, но на этом параде всем найдется место. И всему этому задают ритм барабаны военного оркестра, придавая празднику размах и торжественность. После шествия осталось множество лепестков роз. Вот сейчас мужикам предстоит нелегкая работа по уборке. А нам предстоит узнать, как добывают масло из роз. Мы прибыли в комплекс, где вам расскажут, как из милого цветочка выжимают миллионы. Буквально. Розоварение в Болгарии началось еще в 17 веке, а после освобождения от Османской империи в страну стали завозить современные перегонные аппараты, что превратило ремесло в промышленность. На 1 килограмм масла необходимо 3 или даже 5 тонн роз. Поэтому оно весьма дорогое. 100 мл стоит примерно 600 евро. Это масло идет в основу самых знаменитых духов мира – Шанель, Диор, Живанши. Для Болгарии это не просто красивый бренд, а важная статья экспорта. Но, конечно, не всякая роза подойдет для масла. Такие не подойдут. А вот такие в самый раз. Это дамасская роза. Она растет и в других странах, но не дает такой концентрации масла, как в Болгарии. Мягкий климат и утренняя роса создают идеальные условия. Добавьте к этому века опыта, строго охраняемые методы перегонки и даже законы, регулирующие чистоту продукта. И вот он, эталон для всей индустрии. Вот такой вот вентилятор для собаки. И на меня. Летом температура в стране близится к 40 градусам, поэтому мы близимся к болгарскому побережью. Сейчас мы узнаем, на что похож болгарский all-inclusive. Не успели заснять, когда заселялись в номер, поэтому у нас немного здесь бардак. Видно, что ремонт не самый новый, но есть все необходимое. Номер просторный, чистый. Единственный момент, когда мы заселялись, здесь не было ни туалетных принадлежностей, ни даже полотенец. Поэтому мы сходили на ресепшн, попросили все. Нам выдали все с лихвой. Конечно, можно было бы возмущаться, но 75 евро за сутки в отеле, где все включено, это прям супер. Выбор еды небольшой, но все достаточно вкусно, особенно за свои деньги.
Ассортимент менялся каждый день, плюс небольшой выбор фруктов и алкоголя на баре. Разумеется, здесь есть отели и классом повыше. Каждый найдет себе место по карману. Если Болгария это про традиции и спокойствие, то Солнечный берег – полная противоположность. Все-таки это главный курорт страны. Пляж Солнечного берега – 8 километров мягкого песка и бескрайний горизонт. Море с очень плавным заходом, приходится идти далеко, чтобы поплавать. А вдоль всей линии 1000 одинаковых шезлонгов. Они платные. 2 лежака с зонтиком на день – около 15 евро. Рио, пойдешь купаться? Странный ты пес. Катя, тебе здесь нравится? Да, мне здесь очень нравится. А можно это не наигранно? Катя, здесь нравится? Нормально. Также Солнечный берег – это сотни отелей, баров и ресторанов. И найти здесь школу или обычный жилой дом – задача не из легких. А их здесь и нет, ведь изначально Солнечный берег проектировался только как туристическая зона. Курорт появился в 1958 году как плановый проект социалистической Болгарии. Но Здесь часто можно встретить заброшенные или недостроенные дома, и причина тому – строительный бум 2000-х. Отели и апартаменты росли как грибы, но многие проекты не выдержали кризисов. Сначала финансового в 2008, потом ковида. Вот они и стоят, как памятники нереализованным амбициям. А с наступлением ночи здесь становится еще ярче и еще шумнее. Открываются десятки клубов и баров. От небольших с развлекательной программой до огромных пляжных дискотек. В пляж спускаются буквально все. Решив заглянуть на главные туристические улочки на часок, можно потеряться до самого утра. Если, конечно, прогулку не прервет внезапный ливень. Хорошо, что перед тем, как выйти из номера, мы взяли на прогулку коктейль из бара. Поэтому было не так скучно прятаться от непогоды. В итоге мы не дождались окончания дождя и пошли пешком. Благо здесь недалеко. Все торопятся. За сухую одежду. А вот следующий день мы решили провести в соседнем городке, который находится бок о бок с Солнечным берегом. Несебр, в отличие от Солнечного берега, является полноценным городом и главным туристическим центром страны. Он состоит из двух частей – новой и старой, но нам интересна лишь вторая. Старый город расположен на маленьком скалистом острове, соединенном с материком узкой дамбой. По сути, это каменный перешеек, укрепленный бетоном, появившийся в 30-х годах прошлого века и превративший старый Несебр из острова в полуостров. На входе вас встречает старая мельница, символ города, и Святой Николай, покровитель моряков, ведь лишняя защита на море никогда не повредит. А дальше мощенные улочки и деревянные дома с черепичными крышами. И все это не ветхое аварийное жилье, а наследие ЮНЕСКО. Красивый город этот Себр. Это не Себр. Не Себр? А как тогда? Не Себр. Как? Несебр – город-коллекционер. За 3000 лет он собрал следы греков, византийцев и, разумеется, болгар. Архитектура в Несебре тоже эпохи болгарского возрождения, но первые этажи домов сделаны из камня. А знаешь почему? Нет. Камень отлично защищает при штормах и наводнениях, а дерево делает дом легче. При штормах. Здесь много винных магазинов, где вам дадут продегустировать вина, произведенные в Болгарии. И, конечно же, предложат забрать с собой бутылочку-другую. Точнее, поздняя осень. Просто мы 1,5 месяца провели не в Болгарии, вернулись и уже начали открываться рождественские ярмарки.
Немножко водных данных. Рождество в Болгарии называется Коледа. И несмотря на то, что Болгария православная, они отмечают Рождество 25 декабря. И вместо Санта-Клауса здесь Дед Мороз. Болгары называют его Дядом Мраз. Нас вот угостили горячей ракией. Хорошо? Да. Много вкусно. Мед? Карамелизированный сахар. А, карамелизированный сахар. Чай болгарский, чай койку. Первый раз такое пробую. Это горячая ракия с карамелизированным сахаром. В первую очередь я сюда пришел за сыром раклет. Это швейцарский сыр, который воняет как ноги. Катя его не очень любит, а я обожаю. Я считаю, что чем вонючее сыр, тем он вкуснее. Кусок раклета вот растапливают на хрустящий тост и поливают черничным соусом. Выглядит это вот так. Блин, ну пахнет, да, не очень приятно. Но вкус просто божественный. И обязательно теплое вино. Это не глинтвейн, а именно вино. У меня от него обычная изжога, но это того стоит. Кстати, классический глинтвейн здесь тоже в изобилии. Тебе как хот-дог? Хот-дог вкусный, вино опьяняющее. На ярмарке оборудована зона со столиками, где можно перекусить. Правда, чтобы найти свободный, потребуется время. А чтобы вы не замерзли, используются газовые обогреватели. В этом году ярмарка раскинулась очень широко. Здесь 83 павильона, мы посчитали все. Это был хороший год. Мы много путешествовали по стране и за ее пределами, много снимали контента, и я думаю, самое время подвести некие итоги. Болгария оказалась совсем не такой маленькой, как выглядит на карте. За время жизни здесь мы побывали в ее городах и деревнях, поднимались в горы и пробирались в пещеры, видели и слышали, как сочетается, казалось бы, несочетаемое. Мы как можем изучаем место, где проводим лучшие годы нашей жизни, попутно разбираемся и с местной бюрократией, и через месяц я наконец иду получать свой новый паспорт. Болгария стала для нас домом, который выбрал нас, а не мы его. Но именно здесь мы впервые почувствовали, что находимся на своем месте. Эта страна подарила нам свободу, которой мы активно пользуемся. Летом и осенью мы побывали во многих местах Европы. Пили портвейн в португальском городе Порту, узнали ужасающую катастрофу Лиссабона, посетили Мадейру и прошли самые живописные маршруты этого острова. 1,5 месяца защищали испанскую виллу от оккупасов и прокатились по малоизвестным городам Каталонии. Изнутри увидели все пороки Амстердама и оказались в самом сердце небезызвестного парада. Путешествие – наша страсть, и мы все так же продолжим рассказывать вам разные истории. Оставайтесь с нами.